Всем привет! В одном из своих видео я разбирал видеомагнитофон. После разборки остался вот такой червячный редуктор с большим придаточным числом. И сейчас на его основании я соберу вращающийся столик. В качестве самого столика будет выступать вот такая вот пластина. Сомневаюсь, что она будет точно такая же пластина, как у меня. Но это совсем не проблема. При помощи вот такого инструмента, как лобзик, а также листового материала на выбор, либо это будет фанера, либо пластик, либо что-то другое, вы сможете вырезать такую же плату или даже лучше для основания стола. Если же у вас нет желания либо возможности ничего резать и вырезать, то вам может помочь такой вариант, как простой CD-диск. Правда, это будет маленький. Вот давайте сравним. То есть это будет столик меньше, чем моя пластина. Вот, для сравнения. Но если вы найдете где-то старую грампластинку, то она тоже подойдет. Только, пожалуйста, не говорите любителям слушать музыку, потому что я не могу не дожить до следующего видео. Здесь есть наклейка, которая говорит, что это когда-то было частью лампы. Но лампы уже давно нет. В смысле, лампа, значит, это люстра, то есть под потолком. Люстры уже нет, но пластина есть. При этом написано, что надо снимать перед использованием, но 10 лет лампу использовали, а вот эту наклейку не сделали. Давайте это сейчас исправим. Это как зеркало. Вот. Пока что это все отложим в сторонку. Обмеряем все вот здесь. И напечатаем проставку на 3D принтере. Значит, чтобы вот эта пластина поднималась где-то вот так. Перед началом печати надо создать модель этой конструкции проставочки. Сейчас это сделаем. Вот такая модель была разработана. Это проставка между плоскостью стола и шестерней снизу. По умолчанию здесь настройка для моей шестерни, для моего редуктора. Если вам надо, то ее можно подредактировать, если у вас немного другой редуктор, немного другая шестерня. Давайте покажу, какие здесь параметры. Вот здесь есть снизу 6 прорезов вот таких. Вот. Их можно варьировать. Можно 4 выбрать. Можно даже 3. Вот. Ну, у меня их 6. Потом высота этих прорезов. Например, 4 поставим. Ширина 2. Видите, где меняется. Потом тело вот этой проставки. Или прокладки, как лучше сказать, не знаю. Высота сейчас 10, ну там, например, 12. Тело это именно вот эта часть, без этой пымпочки. Потом диаметр ее же. Следующее это, скажем, коэффициент скругления, я ее назвал. Этот каждый этот сектор, получаемый вот этими надрезами, вот насколько он частей делится. По умолчанию 2,
Ну, можно там поставить 10, например. То есть каждая эта часть будет делиться на 10. То есть, по сути, почти, скажем, будем, почти круглая. Вот. Ну, можно один, если кому-то не критично. То есть она будет такое угловатое, скажем. Ну, два для меня хватило. Потом параметры для самой плоскости стола. Это вот высота вот этой пымпочки сверху. Это для внутренней отверстия. По сути, это то же, что диаметр ее. Вот, если поменять, то вы увидите. Вот, и диаметр там. Если у вас нет вообще, можно поставить 0. И тогда все будет просто плоское. То есть это будет без вот этой внутренней центрирующей отверстия. Потом, что еще есть? Ну, это вот здесь снизу у меня еще есть такое отверстие. И для выступающее из вала шестерни. И сейчас я покажу, как оно выглядит, потому что я чуть параметры поменял. И оно, ну вот, видите, там это высота вала от основания, вот отсюда вот база. И, скажем, диаметр этого вала, там, например, 10. Для того, чтобы можно было приложить хорошо. Так, потом, что еще есть? Ага, ну и отверстия вот эти. Значит, есть параметры и диаметр, двойка. У меня здесь параметр стоял двойка, потому что ну, у меня такие шурупы. Если у вас есть саморезы, если у вас есть другие, то можно там 3, например, поставить, 4. Все, что надо. Ну и отступ от центра. Там можно поставить там 20, например. То есть модель достаточно конфигурабельная. Да, еще один упустил момент. Конечно же, ссылка на этот OpenSCAD и STL, сгенерированный именно для моего случая, будет в описании. Также хочу показать параметры, которые у меня при печати. Это вот 4 периметра и скажем, такая же толщина, как периметров получается. То есть 4 линии это 1,67, то есть толщина будет 1,67 тоже. Люблю вот при техничке вот такое использовать, чтобы и периметр одинаковый, и толщина верхней и нижней плоскости тоже была одинаковая. Потом заполнение у меня стоит 10%, но это опционально, кому как нравится. Можно поставить 20-30. Но здесь большой нагрузки не будет, слона мы на это ставить не будем, так что это не критично. Печатается оно, отправляется на печать оно по стандартному, запускается проинтерфейс, жмется, разогревается стол. Вот для этого я использую команду вот такую M140S85. Разогреть до 85 градусов. После Send. После того, как это сделано, стол разогревается. Вот здесь такая диаграммка появляется. Разрезаю голову, вставляю филамент и принт. Вуаля. После отправки на принтер все это для нас печатает слой за слоем. То, что вы видите на экране, это ускоренное видео. К сожалению, FDM технология еще не дошла до такого уровня, чтобы печатать вот с такой скоростью. Было бы очень здорово. В общем, печать заняла час и 10 минут, около того. Результат печати. За исключением вот этого артефакта, уголочки здесь плохо приклеились между собой слои вот стенки и заполнения. Все остальное хорошо. Ну, здесь еще Iron немного не настроен, но это при помощи пары плавных движений наждачкой исправится. Значит, что у нас здесь есть? Вот смотрите. Это отверстие вот в этом столике. В него плотно входит вот этот мини-шип. Вот. Потом вот эти штуки, 6 штук, они становятся отлично вот сюда. Но
один маленький недочет. Вот здесь есть стрелочка, и она лишняя. Она, к сожалению, была не учтена в модели. Поэтому сейчас возьму стамеску и отрежу ее. Значит, отрезать буду аккуратно, чтобы не повредить шестерню. Видите, какой опасный инструмент. Короче, сейчас выключу видео, потому что снимать, говорить и отрезать могу остаться либо без пальца, либо без шестерни. Возможно, вот здесь сниму это кольцо, сниму шестерню и потом счешу, посмотрю, как будет получаться. Потому что она не очень толстая, здесь миллиметра 2. Хотя не очень тонко, 2,5 где-то. Но если сильно давить, то можно ее проломать. Все-таки решил снять. Вот это колечко главное не потерять, потому что если ее потерять, то все, придется, она будет сниматься постоянно. Хорошо, что снял. Здесь после того, как я отпиливал от основания, осталась стружка. Вот. И сейчас я положу на какую-то деревянную досточку, вот это, сделаю упор и счешу аккуратно. Ну и потом почищу все от железных опилок. Также здесь надо, поскольку планируется, что здесь будет по кругу 3 винта, будет срезан вот этот столбик, так как он будет мешать винтам. И где-то здесь сделаны пропилы, чтобы винты могли проходить. Вот. Все аккуратно стерто. Ну, скажем, не очень аккуратно, но стерто. И теперь у нас эта пластина, прокладка, ложится. Сейчас, вот, просто отлично. Просто идеально ровно. Можно даже не прикручивать, но мы все равно прикрутим. Ну что ж, сверлим. Скрепил нашу наставку с шестерней при помощи 2 зажимов канцелярских. Собственно, они от 3D принтера. И сверлим. Сверлом соответствующего диаметра. В моем случае это 2 мм. Вот такое отверстие получается. Теперь хитрость в том, что надо сразу же завинчивать винты. Потому что если сделать 3 отверстия, потом завинчивать, то у нас обязательно будут какие-то смещения. И в результате будет несоосность и придется еще раз сверлить. А так мы делаем первое отверстие, завинчиваем вид, второе и так дальше, пока все не сделаем. Не помешал бы 2,5 здесь, потому что нейлон очень крепкий. Его трудно закручивается. Ну попробуем. Что-то не очень. Ну, давай. Будем пробовать. Что-то куда-то лезет, но не уверен. Ага. Ладно, прижимать также здесь, чтобы... Так сильно не стараемся, потому что нам потом еще надо будет сделать еще другую операцию с этим всем. Вот. Один закреплен. Аналогично делаем с другими 2 отверстиями. Значит, вот винты были завинчены. Здесь немного неудачно попало. Если вы будете делать аналогичное устройство, постарайтесь немного сместить. Можно было чуть-чуть повернуть, чтобы вот этот винт был здесь, например, а не почти по отверстию. Но он нормально здесь держит, усилий большого не будет, так что это не трагично.
Давайте приставим к нашему редуктору. Вот. Как видим, здесь вот головка упирается самореза. Вот. И надо небольшой кусок здесь срезать. Как это делать? Как это я буду делать, не буду показывать, потому что здесь ничего интересного нет. Просто здесь срежу ножовкой по металлу кусочек. Покажу же, что получилось. Обрезал вот, но оказалось недостаточно. Надо еще немного здесь поработать напильником, потому что здесь все равно задевает вот головка винта сам краешек вот здесь. Надо вот эту штуку счесать. Сейчас возьмем напильник и это счешем. Для того, чтобы не убить редуктор, решил все-таки его раскрутить здесь, потому что уже, если вы могли видеть, отломал вот здесь контакты. Но здесь не критично. Боюсь, что поврежу вот эту шестерню. Поэтому сейчас отвинтим это все. И после этого будет легче его тереть. Напильником и ножовкой. Вот все замечательно снимается. И теперь можно свободно пилить. Пилить, не перепилить, как говорится. Отрезание заняло от 20 минут до получаса. И хочу поделиться некоторыми моментами. С самого начала, вы видите, я начал пилить даже не пилкой, а обломкой пилки. Потому что здесь было тяжело подступиться. Потом начал точить напильником здесь. Ну и в конце концов снял вот снова основание редуктора. Надо было с самого начала снимать это основание. И тогда можно было бы нормально пилить на нормальной ножовкой по металлу. Это было бы намного быстрее. Около 5 минут. Но здесь, конечно, да, аккуратно надо вот эти столбики не сбивать, потому что на них держится сама вот эта часть редуктора. Чтобы ее не сломать, потому что все-таки пластмасса. Хотя и нейлон, но пластмасса. Сейчас все это почищу и соберу обратно. Хочу показать, чего я добивался также методом вот этого отпиливания и опиливания. Значит, вот эта шестерня, когда она полностью насажена до основания вала, она должна проворачиваться вот здесь. Видите, полностью. Вот так. Вот, чего мы успешно и достигли. Сейчас все почищу и соберу обратно. Почти готово. Итак, все готово к окончательной сборке. Здесь был припаян провод с вот таким разъемом. Разъем такой не потому, что у меня не было другого. У меня есть вот море вот таких и бэушных, и новых. Но мне так удобно. И значит, он заведен здесь в отверстие и выведен из другого, для того, чтобы оно не шаталось. Потому что, как показывает практика, все, что шатается, обязательно отломается. И сейчас соберем устройство окончательно. Значит, насаживаем шестерню. Вот, да, чуть не забыл, надо еще чуть смазочки.
Берем немножко солидола. Совсем немножко, но надо носить немножко. И смазываем вот эту ось. Здесь оно бы ходило даже без смазки, но как-то некультурненько, что ли. Вот. Смажем, чтобы был порядок. Так, все смазано. Насаживаем шестерню. Вот она сидит. Здесь для того, чтобы ее привинтить, точнее не для того, чтобы привинтить, для того, чтобы закрепить, есть вот такое колечко, которое я делал вам ударение, что ни в коем случае не потеряйте. Сам же ее, к сожалению, потерял. Потерял так, что искал потом полдня. Так что будьте, товарищи, внимательны и не повторяйте наших ошибок. О, смотрите, при помощи пальцев все сидит на месте и не шелохнется. Теперь цепляем вот эту проставку. Привинчиваем. Значит, ставим, как она должна быть. Вот. И здесь есть готовое отверстие. Вот здесь проемы, скажем, в корпусе, которые помогут нам завинтить. Показывать, как это буду делать, не буду, потому что ничего здесь интересного нет. Вот сюда вставляется винт, саморезик, и закручивается сюда. Потом включается питание. На маленькое напряжение оно проворачивается. И опять же еще один винт закручивается. Вот. И все на 3 саморезах держится. Сейчас это сделаю и покажу уже результат. Вот. Эта проставка была привинчена наконец-то саморезами. При этом оказалось, что здесь делал маленький пропил. Здесь надо, чтобы эти головки винтов проходили над вот этой железной частью, для чего она была счесана. Но оказалось, что недостаточно. Проверял на одном винте, оно было все нормально, на другом оно просто вот в самом конце заклинило. Поэтому пришлось взять напильник и допилить еще немного вот здесь. Вот этой штуки с вот той стороны. Вот здесь. Вот здесь вот этот косой пропил, это было сделано для того, чтобы винты проходили. Значит, по сути основание готово. Осталось прикрепить саму вот эту плату. Здесь у меня есть 3 идеи. Это просто ложить без закрепления. Первое. Второе. Это для того, что если будет скользить после этого, здесь попробовать приклеить кусочки изоленты. И третий. Это попробовать двусторонний скотч приклеить и на него посадить. Значит, остановлюсь на первом подходящем. Опять же, это 5G. Если хотите приклеивать чем-то типа эпоксидной смолы, то лучше было печатать ПЛА, но уже это делать поздно. Так что будем исходить из того, что есть. Значит, проверим первый вариант. Это понадеемся на силу трения. Так, ложим плату на стол и ставим нашего пациента, который будет то ли крутиться, то ли вертеться. Значит, как видите, если плохо отцентровать, то оно будет падать. И в смысле, плата будет падать. Она будет так наклоняться. Поэтому при таком методе крепления, ну скажем, не крепления, при таком способе надо максимально центровать объект, который будет вертеться. То есть центруем его. И включаем, подаем напряжение. Напряжение около 3 вольт.
покрутили. Теперь покрутим наш объект длинногубцы. Так, подадим 1,5 вольта. Ну, это более интересно. Так можно сидеть и смотреть, как оно крутится и вертится. При подаче напряжения в противоположной полярности стул будет вертеться и крутиться в другую сторону. Например. Пока что остановлюсь на таком варианте. Если он меня перестанет устраивать, то буду клеить на двусторонний скотч. Потому что, как видите, нормально передается крутящий момент с этой платы, с этой проставки на эту плату. Так что смысла клеить изоленту сюда нет, для того, чтобы создавать дополнительную силу трения. В конструкцию были добавлены ножки. Сейчас расскажу почему. С самого начала я планировал не использовать ножик, но потом обнаружил один неприятный момент. Эта шестерня, на которой лежит этот переходник, находится с самого края основания. И получается, что центр тяжести смещен. И вот, когда оно перекашивало столик, это в основном даже не из-за перекоса основания стола вот этого, когда не центровать крутящийся объект, а из-за того, что, скажем, наклонялся сам редуктор полностью. Поэтому здесь был добавлен вот такой упор в виде планочки, который максимально далеко вынесен сюда. Здесь отрезано лишний кусок железа и приклеено при помощи жидких гвоздей. Значит, как я вижу, держится оно отлично. Пока что меня все устраивает. Если вдруг перестанет устраивать, то можно здесь просверлить 2 отверстия М3 и закрутить винтами и гаечками. С другой стороны, для того, чтобы все было ровно по уровню, подобрана нужной толщины досточка. Она вот при помощи того же ручного лобзика, значит, опилена, так сделано полукругом и зафиксирована не при помощи клея, а при помощи саморезов. Здесь было 2 отверстия, они рассверлены и в них закручены саморезы за винтил. Также аналогично, для того, чтобы этот провод не шатался, он продет вот в эти отверстия и вот заведен вот в эту сторону. Вот такой столик получился из уже никому не нужного механизма, который в ином случае пошел бы на свалку. Давайте беречь природу и близких вокруг нас. Всем спасибо за внимание, хорошего дня и до следующих выпусков.